Всем привет! Сегодня хочу показать мастер-класс также по новогодней елочке, но уже с каркасом этой самой елочки. Я напишу, где заказывала этот каркас под видео и прикреплю в комментариях. Также потребуется крученная веревка 4 миллиметра, ножницы и клей-момент обязательно. Вот, для начала мы крученую веревку разделяем на 2 мотка. В каждом мотке должно быть около 7-8 метров. Если вы там боитесь, то возьмите 8. Если доверяете, то берите 7 метров, и этого будет вполне достаточно. И для начала мы один конец крепим с помощью клея-момента, таким образом, как я показываю. То есть у нас у елочки будет лицевая сторона и изнаночная, да, ну тут не сильно там будет выбиваться как-то, что вы приклеили это. Один конец одного мотка и второй конец другого мотка тоже крепим. Я еще хотела бы сказать, что высота этой елочки получается 36 сантиметров. Это вот именно вот этого треугольника. После того, как мы приклеили, то смотрите, сейчас одним мотком мы берем и заводим за середину через как бы центр, заводим нашу нить. И все, натягиваем как бы. Теперь берем другой моток, заводим его также через середину и опять же натягиваем. И продолжаем чередовать. То есть левый, правый моток. У меня мотки выглядят намного больше, возможно, чем у вас, но я с запасом все брала, потому что делала все впервые и как бы взяла лучше больше, естественно. И заводим один моток туда-сюда. Вначале будет немного сложновато, и будет вот на этом треугольнике подниматься будут нити по бокам, потому что, ну, им не за что держаться. Но я сначала решила, что я намотаю, потом подтяну, и потом я уже подклеивала, ну, вот каждую, возможно, нить, где она сильно поднималась, потому что, сами понимаете, как бы металлическая конструкция, а это всего лишь крученая веревка, она, естественно, будет скользить. Поэтому я рекомендую обязательно подклеивать, ну вот каждую прям нить, в этом нет ничего сложного, там просто капля клея, и все уже держится. Вот, но зато будет выглядеть красиво и не будет подниматься. Но для начала я все же сначала намотала, я намотала до середины, и потом вот подтянула все с конца, и где-то на середине подклеила, и уже как-то смотрелось как бы лучше. Я внимательно еще смотрела, чтобы вот у меня в середине, который вот этот вот столбик треугольника, да, он полностью закрывался нитками, то есть чтобы на нем не было белого видно. То есть я хотела, чтобы он полностью был обмотан нитками, и поэтому я прям делала очень много намоток. Ну и потом, когда я подтягивала, я прям очень сильно подтягивала. Возможно, у вас будет какой-то другой способ, там вы возьмете не 2 клубка, а один и пойдете им. Но вот я решила, что мне будет именно так удобней. Как я уже сказала, если вы хотите, конечно, можете сразу подклеивать. Ну вот как только вы проделали вот эту петлю, то сразу сбоку взяли, подклеили, и она у вас уже держится, то есть никуда не уползает. Но я не искала легких путей, и сначала я решила все-таки намотать, а потом уже подклеивать.
Вот здесь видно, что я подтянула все сначала и до этого момента, ну вот где у меня была середина, то есть я прям подтянула и подклеила это впервые, и то даже одну сторону, а потом только вторую подклеивала. Мне кажется, видно сейчас даже, что первая сторона, ну вот левая, она натянута как бы лучше, чем правая, потому что на левой стороне я как раз-таки подклеила и подтянула. Правую я решила, ну как бы сделаю потом, она мне не мешала. Потом уже вот смотрите под конец, когда мы подходим к завершению, у нас отрезки, возможно, будут оставаться длинными. Но их всегда можно укоротить, но не слишком сильно. Я укорачивала уже под самый конец, когда у меня там буквально сантиметра 3 оставалось, потому что отрезок уже не пролезал, поэтому я отрезала. Не беспокойтесь, эти лишние отрезки нам еще потребуются, потому что мы будем как бы делать завершение, делать нашу елочку пушистой внизу. А пока что все то же самое повторяем. Я надеюсь, что у вас все получается и все отлично. Как бы, мне кажется, очень понятный мастер-класс. Главное тут и самое сложное, как мне кажется, это найти такой каркас. Но также я видела в интернете, что такой каркас делают не металлический, а просто из, знаете, палочек для суши, либо еще каких-то палочек. То есть делают такой же треугольник, как бы подставочку и наматывают. Ну, то есть сначала палочки клеют, потом уже наматывают всю остальную нить. Вот, и мне показалось, что так тоже можно сделать, но не знаю, насколько эта конструкция будет выдерживать все это. Или, возможно, вы там сможете где-то сами такую металлическую заказать, сделать. Я не знаю, у кого какие связи есть. Вот. Еще я, кстати, подумала о том, что я вот делала все таким цветом, светлым, да, не окрашенным. Но, наверное, было бы интересно сделать полностью зеленой эту елочку. Но все-таки что-то я решила так придерживаться классики. После того, как мы подошли к концу, сейчас я отрезаю один отрезок и просто вот приклею. То есть вот эта вся задняя сторона, где мы внизу приклеивали, да, и здесь вверху я тоже приклеиваю. То есть это может быть реально просто задней стороной, которую никто не увидит. Но, правда вам говорю, ничего страшного в этом нет. И я сейчас, после того, как приклеила вот одну левую как бы нить свою, а правую сейчас буду подтягивать, потому что я ее сразу не подтягивала. Я не знаю, как вы делали, но надеюсь, что у вас все прекрасно держится. Может быть, вы подклеивали. Но я вот сейчас подтягиваю и как раз-таки подклеивать начала. И мне еще было не совсем удобно на столе делать, поэтому я потом поставила на ноги и это делала на ногах уже. Ну и, естественно, второй отрезок мы тоже приклеиваем с другой как бы стороны нить, чтобы у нас ничего никуда не убежало. Теперь делаем внизу нашу елочку пушистой. Нам потребуется 18 отрезков по 30 сантиметров. И вот таким вот креплением лицевым я их надеваю как бы с лицевой стороны. Там у меня елочка, на которой лежит, это уже задняя сторона. Тут еще, кстати, нюанс. Если у вас крученая веревка, да, такого же размера, 4 миллиметра, как у меня, то вам потребуется 30 отрезков. Если у вас больше, либо меньше, хлопковый там шпагат, либо шнур, то, естественно, отрезков может потребоваться больше. Ну или меньше, соответственно. Надеюсь, это понятно. Вот, я их надеваю, а потом просто распушала каждый вот прям полностью и даже не стала расчесывать, потому что такие кудряшки от крученой веревки мне очень нравятся. Поэтому это такой последний штрих, и все. Наша елочка будет готова.
Естественно, мы подрезали там кончики, и посмотрите, вот такая вот у меня получилась елочка. Я ее вот гирляндой украсила, и мне кажется, что она заслуживает внимания и места в моем новогоднем макраме уголке. Я надеюсь, мастер-класс был вам полезен, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, как вам, и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Вот, встретимся в новых видео. Я надеюсь, что этот мастер-класс, правда, принес вам немного позитива, и до встречи. Пока-пока.